Есть большие яйца, малые яйца, всякие яйца на любой вкус и цвет. Теперь едят они просто колоссально много. Всех погладим. Никого не упустим. Так, что ж, мне вот не нравится. Здесь у меня все поломалось. Надо починить. Так, съели синий яркий свет зачем-то. А вы хотели собрать вишню. Сейчас хватит. Сейчас мы возьмем этот камень. И добудем из него камень. И давайте с картошкой разбираться. Мимо долины Старди проходит поезд. Ладно, разберемся с картошкой попозже. Быстрей. Ну что ж, ферма хоть и с опозданием, но возвращается к нам. Мы возвращаемся в ферму, и сейчас я вам все расскажу. Что же здесь произошло? Так, яйцо закинули. Итак, прогноз погоды на завтра. С вами Казу 5, и ваш источник прогноза погоды. Завтра будет прекрасный солнечный день. Да, это значит, надо будет поливать. Блин, как я здесь задолбался поливать, вы бы только знали. О. Итак, сегодня духи в добром расположении духа. Думаю, вам с ним немножечко повезет. Так, ну и давайте, короче, я вам все сейчас реально расскажу. В общем, как вы успели заметить, сегодня вторник, 16 число, а мы в прошлой серии закончили явно не на этом дне. В общем, была у меня попытка записать ферму, и я не записал видео, то есть есть звук, нет видео. В общем, короче, получилась какая-то фигня. Но я сейчас быстренько пробегусь о том, что я сделал за эти несколько дней. И вы все узнаете. В общем, кошку гладим. Миску обязательно наполняем. У нас здесь пополнение. В курятнике родилась Василиса. Посмотрите, вот такая она классная, бегает здесь. Так, всех погладили, яйца собрали. Здесь у нас еще новый претендент на новое койко-место, так сказать. Здесь есть кленовый сироп. Точнее, дубовая смола. Блин, я когда-нибудь их запомню, нет? Здесь сосновая, здесь дубовая. В общем, классно. Я сделал себе еще несколько грядок картофеля. Для чего я это сделал, сейчас вы все узнаете. Вот здесь поспело, но собрать я это не могу, потому что я классный. Я натыкал здесь колышки, так, чтобы не пройти. Вот, но грядка картофеля. Здесь у меня пастернак растет. Там внизу картофель. Короче, картофель это какая-то имба, какой-то грааль, я не знаю. Я просто, вот видите, сколько у меня денег, 16 тысяч. Я, чтобы вы понимали, в прошлой серии опять на все деньги закупился, потратил около 12 тысяч. Вырастил картофель и просто офигел, сколько денег он приносит. Это реально прикольная культура, которая здесь весной стоит заниматься, потому что, ну, блин, здесь можно поднять бабла не слабо. Вот, есть 3 улья, они уже приносят нам мед. Мед я уже продаю. Тоже, кстати, неплохая идея для того, чтобы это развивать. Вот, но для постройки улья требуется кленовый сироп, поэтому вот 3 урожая я собрал, построил. Ну и, собственно, как бы все. В шахту не ходил, собирал морожку. Морожка тоже, кстати, принесла здесь не слабо так денег. Отнес в клуб некоторое количество. Пастернак я, по-моему, туда отнес как раз-таки. И еще картофель, по-моему, относил. И яйцо большое, да. Вот, в общем, постепенно там заполняем узелки. Но пока еще до завершения там очень далеко. Научился выпускать всех жителей из курятника, но, к сожалению, одна ночь как пошла не так. В общем, забаговалась у нас одна из куриц, не пошла домой, и, слава богу, никто ее не сожрал. А то, в целом, конечно же, здесь очень опрометчиво оставлять их на улице на ночь, потому что вы писали, что может прийти волчок и укусить, так сказать, за бочок. Так, корм разложил. Будем ждать. Вылупляется здесь новый житель, конечно, очень долго. Прям 5 дней, по-моему, занимает эта вся история, если не больше. Вот, ну в целом они довольные, все такие классные. Но здесь рис собирал, больше взрывов никаких не было. В общем, нештатных ситуаций, кроме того, что я зафейлил запись самой серии, здесь не было. Ну и как бы вот, единственное только, конечно, поливка огорода, это просто какой-то вынос мозга. Я не знаю, давайте сбегаем на самом деле. Сейчас посмотрим, что мне еще здесь в узелки можно будет с собой забрать. Если побежим, то побежим. Вот здесь цветная капуста и зеленая фасоль. Я жду урожай, потому чтобы отнести, во-первых, у меня уже в инвентаре это есть.
отнести положить в клуб. И зеленая фасоль мне, конечно, тоже еще нужна для этого. Так, а здесь пока ничего. Ну вот я могу Пастернак отнести, замечательно. Так, и тут пока что никаких у меня джемов, сыров и ткани нет. Так, здесь требуется большое белое яйцо, оно у меня есть, я его могу тоже отнести. Ну, в общем, да, имеет смысл сейчас не поливочкой заняться, а заняться каким-нибудь, я не знаю, ну чем можно заняться? Ну, взять с собой слитки, да. Только, я думаю, все. И позаниматься, ну, может быть, улучшением лейки. Потому что, ну, действительно, это просто столько времени и энергии занимает, что, ну, невозможно это терпеть уже. Мне, честно, надоело. Итак, двигаем в город. Здесь можно собрать по дороге одуванчики. Мало ли пригодится. И есть еще, как это называется, нарцисс, да. Так, что ж. Сейчас тогда прямиком в клуб. К Пьеру забегать не буду, иначе все деньги я сейчас просто потрачу. А мне бы не хотелось, нужно что-то оставить. Хотя я еще могу успеть закупиться картофелем, сделать еще одну грядку и попытаться что-то вырастить. Картошка реально приносит кэш. Так, что ж, здесь заходим в кладовую. Ну и давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, капусту разложили. Так, здесь что? Большое яйцо пойдет в зачет. Утиное яйцо там еще требуется, но уток у меня пока нет, к сожалению, поэтому мне это будет недоступно. Так, здесь жгучий перец и помидор. Это я тоже, к сожалению, не выращиваю. А вот тут могу разложить 5 улучшенных пастернаков. Так, пока вроде бы все. Больше ничего мне здесь разложить. Давайте просто посмотрим. Ради интереса доска объявлений. Здесь нет ничего, что у меня есть с собой. 10 стогов пшеницы я уже принес. Пшеницу еще надо перемолоть. Для этого мельница нужна. И яблоки, к сожалению, тоже у меня этого нет. Так, ну и вроде как бы все. Деньги пока тратить сюда не буду. Все равно на все не хватит. Но в случае большого дохода просто можно будет сделать это за один раз. Так, мне обещают там теплицу, кстати. Вот здесь. Да, то есть мне осталось дождаться зеленой фасоли. Я что-то так уверен, что она у меня растет, но это же тоже не точно, я же могу перепутать. Я умею. Так, в Джоджи Колу мы не пойдем, а пойдем мы к Клинту. С Клинтом поздороваемся и посмотрим, что он нам предложит в качестве улучшения лейки, потому что спринклеры не справляются. Они просто, ну, вообще ничего не делают, можно сказать. Вот здесь я вижу что-то выкопать можно. Чик, книгу выкупали. Так, она добавлена в библиотеку, значит сейчас еще зайдем и к Гюнтеру. Здорово, Клинт. Так, ну и улучшить инструменты, значит у нас есть мотыга, неинтересно, топор, ну такой себе, стальная лейка можно улучшить за 5000, да, и мы будем поливать уже не на 3 клетки, а возможно больше. Так, ну и давайте это сделаем, потому что, ну как оказалось, лейка это очень важный инструмент, надо было делать это все раньше, но как есть. Так, и заходим сюда к Гюнтеру. Сейчас посмотрим. Здорово. Похоже, у вас нет ничего. Значит, стоит копать дальше. Дети традиционно на завтраке здесь. Правда, завтрак уже перетекает плавно в обед. Я видел что-то странное в тоннеле, идущем из города Пеликана. В темноте было не разглядеть, но там есть дверца. Правда, я не смог ее открыть. Так, это, судя по всему, не книга, а дневник Гюнтера. Ну, давайте, кстати, здесь есть вагонетка. Можем туда отправиться и посмотреть. Я, кстати, не думаю, что там есть какая-то действительно дверь, которую мы откроем, но мало ли. Вот мы двигаемся до автобуса. Заходим сюда. Здесь есть морожка, заодно ее заберем. Так, ну и какую дверь ты нам здесь предлагаешь открыть? Я пока не знаю. Так, ты имеешь в виду вот эту дверь? Это не дверь, это шлагбаум. Да, никакой двери я здесь не вижу. Это что? Эта камера хранения работает от аккумулятора. К сожалению, сейчас аккумулятора в ней нет.
Так, внезапно еще камера хранения какая-то есть. Так, ну и... Да, никакой двери здесь нет. Но я не знаю, либо Гюнтер ошибся с названием, с переводом, либо я просто не туда смотрю. Что ж, ладно, давайте тогда, пока еще время у нас есть, подумаем, чем можно позаниматься на ферме. Так, я посадил, кстати, вот это, по-моему, абрикосовое дерево. А где-то еще я посадил кофейное. Так, и вот тут мне надо выкопать, наверное, вырубить это дерево, не знаю. Так. Здесь тоже что-то выросло. В общем, короче, вот это дерево, наверное, кофейное, а это абрикосовое. Ну, или наоборот. В общем, когда вырастет, мы об этом узнаем. Что ж, можно еще сходить вниз. Вот здесь, смотрите, огромная грядка картофеля тоже у меня. Здесь есть целая плантация. Так, пока пособираем морожку. Бесплатные деньги. Так, и здесь тоже. Тайный лес еще не заходил. Но вот, кстати, может быть, и имеет смысл туда заглянуть. Так, смотрите, здесь тоже растет морожка. Есть еще у нас дикий хрен. Лук-порей, по-моему, еще нужен был кому-то. На бабушке, которая с Джорджем живет. Так, слаймы здесь сейчас будут на меня нападать. Но вряд ли у них что-то получится. Скрит удара заносим мы им. С двух ног, так сказать. Так, один все-таки зацепил. Так, вот эту морожечку забираю. Так, мне интересно попробовать блок. Получится или нет? Нет, не получается. Так, и он меня замедлил. Так, что ж, здесь есть статуя. Старый мастер канноли все еще ищет самый сладкий вкус. Интересно. Может быть, имеет смысл сюда какое-то подношение сделать, но информации об этом не было, к сожалению, никакой. Поэтому это я так. По аналогии с медведем, который ждал кленовый сироп. Так, ну и можно еще вот сюда заглянуть. Забрать этот дикий хрен. Так, и морожечку здесь собрать. Так, вот втроем здесь собрались, а? Так, кто-то там прыгал, судя по звуку. Но я уже не буду ждать. В этом нет все равно никакого смысла. Так, не заглядывали мы давно к волшебнику, который в прошлый раз нас просто тупо выгнал, сказал, нам некогда, мне некогда, говорит, уходи, если у тебя нет никаких серьезных дел ко мне. В общем, деловой как колбаса. Так. Здесь еще в обход, в лесу, выискивать приходится эти тропы. Вот еще чуть не пропустил. Так. Ну и, собственно, все. Внизу продавец шляп, у него пополнился ассортимент, но все равно цены сумасшедшие. Ассортимент так себе. В общем, короче, продажник из него странный. Так, здесь есть тропа. Ну и давайте заглянем. Привет. Если тебе нечего сказать важного, прошу, оставь меня, у меня много работы. Ну, в общем, у него ничего не изменилось. Да. Можно ему яйцо подарить, я не знаю, но понравится ему или нет. Я думаю, что вполне. Что это? Пожалуй, брошу в огонь и посмотрю, что выйдет. Ну, я бы так не делал, конечно, но да ладно. Так, и, собственно, уже вечер, можно возвращаться домой. Завтра поливать мы не будем. Надеюсь, мой урожай не погибнет, потому что Клинт изготовит лейку только через пару дней. То есть послезавтра максимум, а то может быть еще один день, потому что, ну, кто его знает, как считается. Считается ли день, когда я ему принес, уже за один рабочий день? Или же нет?
Так, что ж, мне вот не нравится, здесь у меня все поломалось. Надо починить. Вот так вот я починил. Так, камень у меня с собой. Может быть, тогда получится сделать сейчас эту самую дорожку. 2. Ну, на одну не хватило, конечно же, но да ладно. Сейчас хватит. Сейчас мы возьмем вот этот камень и добудем из него камень. Так, и, соответственно, сделаем дорожку. Вот она. Ну и все, починили. Красавцы. Так, что ж, курятина вся забежала уже назад в курятник. Дверь закрываем. И вроде бы как все хорошо. Надо просто единственное разложить на товары. Так, мы можем убрать что? Одуванчик, нарцисс, дикий хрен, зеленый водоросль. Морожку можем продать, пастернак тоже может пойти в продажу. Так, картофель зачем-то я ношу, потому что я его, скорее всего, в клубе где-то не оставил. Дикий хрен, острый корень, вот это все продаем. Яйца сейчас мы разложим в... Я думаю, что мы разложим его дома. В майонезный аппарат. Да, вот здесь майонез соберем сейчас на продажу. 3 яйца. Это что? Комнатное растение. Угу. И куда же нам тебя его поставить? Сюда, перед телевизором. Ну, странно, ну да ладно. Пусть стоит. Можно взять, конечно, вот сюда. Да, вот так лучше. Так, все. Ну и вроде бы мы разложили практически все, что нужно, кроме майонеза. Так, и слитки я назад возвращаю. Да, вот так. Так, ну и получается вроде бы все неплохо. Так, ну вот это я буду носить с собой, пожалуй, кленовое семя и сосновую шишку, потому что в случае, когда я добываю желудь, которых что-то мне попадается в этот раз очень мало, я сразу делаю безотлагательно себе энергетические батончики, потому что с энергией у меня здесь начинаются проблемы. Ибо когда такая поливка происходит, энергии требуется очень много. И она тает на глазах буквально. Много раз уже я это наблюдал. Так, что ж, обещают нам теплицу починить. Я надеюсь, что именно эту нам починят. Они построят новую. Так, грибы мы тоже продадим, хотя грибы можно в этот раз превратить в... фиолетового гриба мне не хватает. И лисички. Так, ну ладно, я не буду сейчас этим заниматься. Можно это тоже все в продажу отпускать, отправлять, потому что деньги нам нужны. Что ж, первый день вот так у нас заканчивается. Спим до утра. Так, и 16-й день нам приносит 2,5 почти тысячи золотых. Так, сразу майонез забираем, новые яйца закладываем. Итак, прогноз погоды на завтра. Завтра будет прекрасный солнечный день опять. Добро пожаловать на передачу. Сегодня духи в добром расположении духа. Думаю, нам немножечко повезет. Так, ну это все прекрасно, но не прекрасно то, что я без лейки. Поливать мне нужно. Сегодня и завтра хорошая погода. И я очень переживаю за свой урожай. Главное, чтобы он вот так вот не пожух. Так, есть рис. Давайте в любом случае хотя бы росток риса соберем. И соберем, значит, мы вишню. Так, для того, чтобы собрать рис, мне нужна коса. Оп. Косили неочищенный рис у меня теперь в инвентаре. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Есть большие яйца, малые яйца, всякие яйца на любой вкус и цвет. Теперь едят они просто колоссально много. Всех погладим. Никого не упустим. Так, давайте разложим.
Семен. Семен любезно сейчас подвинется, я думаю. Так, ну и хорошо, можно выпустить их погулять. Так, погладим кошку. Сегодня она без миски. Да, потому что мне нечем ее наполнить. Второй лейки у меня нет. Могу ли я изготовить вторую лейку? Думаю, что нет. Ее можно будет наверняка только купить. Так, ну ладно, надеюсь, что я не испорчу здесь свой огород. Так, вот еще есть морожка. Так, хорошо. Картофель поспевает, но у меня же где-то еще есть наверняка семена. Или нет? Да, семян у меня нет, точно. Мне нужно сейчас сгонять. Накупить еще картофеля. Рассадить его. Пусть он у меня растет. И я думаю, что до конца этого сезона весеннего мы еще успеем один урожай вырастить. Может быть парочку, но вряд ли. Скорее всего только один. Так, сегодня среда, и у Пьера, я что-то думаю, закрыто. Я забываю про эти дни недели, когда у него выходной. Да, сегодня по средам закрыто. Как назло. Ладно, -1 день. Что ж, тогда будем поливать завтра. Зайду к Линту, но вряд ли у него готово. Скорее всего, завтра он нам максимум может выдать эту лейку. Не раньше. Так, кстати, еще забыл сказать, что был яичный фестиваль. В прошлом году мы уже на нем побывали. В принципе, в этом году было все то же самое. Здорово, Клинт. Да, ничего здесь нет. Старая лейка еще в процессе. Сегодня я не успею закончить. Да, жаль. Так, и, короче, выиграла Эбигейл. Я собрал что-то около 5 яиц, но это мне не позволило выиграть. В общем, не знаю, работает ли это скрипт, или все-таки здесь можно выиграть этот конкурс. Но, по крайней мере, в этот раз удача оказалась не при мне. Может быть, духи мне помешали, но кто его знает. Может быть, я просто действительно был слишком медленный. Вот, 2 яйца еще я мог забрать, но, к сожалению, вот одно тусовалось около домика мэра, и я не успел. Так, что ж, можно пробежать здесь, посмотреть в клубе. Во-первых, здесь посмотреть, чтобы время не тратить. Где же была нужна картошка? Я ее не зря с собой ношу. Совершенно точно она была кому-то нужна. В сейфе нет, в аквариуме нет. Только кладовая остается. Это странно, потому что... ну я картофель уже отложил. Все, значит, вопрос снимается, значит, в клуб не бегать нет никакого смысла. Так, здесь ничего интересного пока я не вижу. Кробин я уже бегал, смотрел по поводу курятника, но... Может быть, чуть позже мы сможем это сделать. Там тоже в районе 10 или 15 тысяч золотых требуется на этот курятник. Так, и здесь у меня готов... Кто это? Кленовый сироп, наконец-то. Есть еще один, а значит, можно поставить улей. Но для улья нужно что? Для изготовления улья нужно железный слиток, немного угля и древесины в количестве 40 штук. Древесину наберем здесь, прям сразу, не отходя. Вот так, сразу я набрал 20, еще одно дерево. Ну и хорошо, вот там еще морожечку вижу. Ну и можно ее собрать, не оставлять же ее. Так, хорошо. И здесь. Так, мне еще нужно, значит, забрать уголь сейчас. Так, нет, это не здесь, это вот здесь. Забираем.
Древесина есть. Что еще нужно? Железный слиток мне нужен один. Вот так. И я могу изготовить... Да, могу изготовить улей. Вот он будет у меня 4-й. Вот таким образом постепенно собираем здесь целую пчелиную ферму. Не знаю, влияет ли на то, какого качества производят они мед. Именно наличие рядом каких-то цветов, я их сажать в любом случае не умею. Поэтому на этот вопрос у меня ответа нет. Но посмотрим в любом случае. Какую-то продукцию они изготавливают, и она продается весьма неплохо. Что дальше делать из этого меда, я пока не знаю. Конечно, можно выращивать здесь реальные абрикосовые фермы, поставить несколько деревьев, да, но выращивать абрикосы, но я подозреваю, что из них наиболее эффективно. Лучше делать джемы, но для джема аппарата у меня нет, пока я его не изучил, никаких чертежей. Вот, и значит, соответственно, пока я этим не занимаюсь. Так, в общем, здесь все дозревает, но добрать этот можно только, наверное, добраться сюда только вот таким способом, сломав. Картофель я вырастил, да, это не дозрело. Хорошо, тогда картофель я сейчас разложу. Морожку тоже. Пастернаки, нарциссы и неочищенный рис, возможно, тоже могут пойти в дело. Так, древесину мы отложим. Хорошо. Так, это уйдет сюда. Так, а это уйдет сюда. Ну и пока как-то так должен быть. Еще майонез готов уже у меня, да? Так, и тогда я закладываю вот так, еще 3. В общем, пока фармим деньги. Так, 2 морожки здесь еще есть, спрятались в углу. До 3 не добраться. Эх. Зато можно мох собрать. Вот так. Что ж. В пещерах не был давно, в шахтах не ходил. Так, это пытается пробраться ко мне домой. Там закрыто, даже не думай. Давно не был в шахтах, не собирал ресурсы. Пещеру черепа пока не обнаружил. Вы мне написали, что то, что я называю пещерой черепа, не является такой. Вот, но будем как-то дальше двигаться. Пока интересно позаниматься, поковаться в огороде. Новые, видите, у меня здесь расположение. Поменял немножко я здесь расстановку всего и всех грядок, культур. Картофель вдруг мне показал, что это действительно номер 1 сейчас задача. Поэтому пока занимаюсь этим. По крайней мере, золотые слитки уже не являются таким моим приоритетом. Здесь можно огород доделать будет, но чуть позже. Так, кленовые семя внезапно мне попалось, и здесь тоже есть морожка. Сколько же ее тут весной растет, это просто очень круто. Так, впору развиваться дальше, в плане, может быть, поставить хлев, завести животинку. Не знаю, смогу ли я ее прокормить, потому что для корма уже фактически нужно активно стричь траву, а травы у меня на участке внезапно оказалось не так-то уж много. Я ее в прошлой серии всю состриг, получил большое количество сена, но вот сейчас, посмотрите, бегаем, и травы-то я не вижу. Есть деревья, новые саженцы, молодые, но, к сожалению, без вот этих вот волокон, которые я обычно собираю. Вот только если здесь... Давайте попробуем, да. Немножко тут мы можем засадить эту траву и собрать ее. Так, здесь что-то вылетело. Но как будто бы я не собрал. Так, собрал только мох.
Так, что ж, тут еще. Ну и вот, и как бы все. По поводу сена у меня больше запасов-то, как говорится, не осталось. Нужно в эту сторону тоже подумать, потому что куриц теперь становится все больше с каждым разом, с каждым новым яйцом в инкубаторе. И потребляют они теперь уже большое количество пшена. Так, а где? Наверное, оно у меня 27 снопов сена. Может быть, оно сразу отлетает туда, в силос. Что-то я подзабыл эту механику. Так, что ж, ладно. Пока вроде бы все идет неплохо. Надеюсь, просто не погиб бы только урожай. Потому что немало, во-первых, и денег на него потрачено. И самое главное, сил затрачено на поливку. Это просто капец. В общем, все. Здесь время тратить сейчас не буду. Майонез забираю, раскладываю на продажу и отправляемся спать. Так, сюда, сюда. Есть какие-то смешанные семена, но не уверен. Так, камень тоже можно забрать, продать. Мох. Ну да, пока вот как-то так. Что ж, ладно, ложимся спать и посмотрим, что нам принесет этот день. 3,5 почти тысячи, неплохо, и это все картофель. Так, хорошо. Инструмент готов, стальная лейка. Наконец-то, сейчас мы быстро за ней сбегаем. Так, прогноз погоды на завтра. Завтра будет прекрасный солнечный день. Но нас уже это не волнует, потому что лейка будет с нами. Я чувствую, что к нам присоединился молодой человек из долины Стардю. Духи сегодня слегка возмущены, удача будет не на вашей стороне. Так, майонезные аппараты пустые. Но я знаю, как их наполнить. Здесь сразу яйцо, и кто-то мне мешает, преградил путь. Это еще одно яйцо лежало, я не заметил. Так, здесь 2. Забираем. Так, вроде бы все, да? Нужно только разложить сено. Так. Ну и в общем, в инкубаторе дела идут неплохо. В принципе, в курятнике в целом дела идут неплохо. Нужно собрать вот эту вишню. Так, это еще не доспело, как-то долго все это происходит. Хочется побыстрее. Так, здесь тоже. В общем, да. Так, ну и значит, майонезный аппарат сейчас заполняется вот этим и вот этим. Так, окей, мы, значит, это отправляем на продажу. Эти яйца можно отправить на продажу тоже. Или поставить здесь еще больше майонезных аппаратов, чтобы на следующие дни заполнить этими яйцами все майонезные аппараты. И больше майонеза изготовить. Мы станем главными поставщиками майонеза. Так, а здесь я вижу морожка. Спряталась где-то в лесной чаще. Да. Но до нее еще надо добраться. Вот так. Так, здесь можно собрать мох. И, значит, время 8. Давайте сбегаем к Линту. Чем раньше заберем лейку, тем быстрее приступим к поливке. Странно, что в городе ее не так много, кстати, морожки. Вот здесь, у мэра в огороде она растет. Почему-то он ее не собрал, но я это сделаю за него. Так, а я знаю, почему он это не сделал, потому что он у Марни постоянно ошивается. Он, кстати, на яичном фестивале рядом с ней стоял. Так, здесь забегаем к Клинту. Здорово, Клинт, как дела? Давай лейку. Ура, стальная лейка у меня есть. Прекрасно. Вы получили стальную лейку. Спасибо. Пока.
Так, ну и все, тогда мы сразу здесь используем вагонетку. Двигаемся к автобусу и через автобус таким образом выезжаем домой. Такой у нас короткий путь. Так, ну и давайте сейчас мы ее тут же опробуем, эту самую стальную лейку. Ага, на 5 клеток сразу. Прекрасно. Не сказать, что это прям супер быстро, но зато достаточно эффективно. Так, тут немножечко я конфузился. Вот так. Так, ну и неплохо в целом-то. Почти до конца простреливают всю эту грядку. Тут, конечно, спринклер помогает, но вот эти задние две клетки мне достать не получится. Нужно будет бежать в обход, а таким образом я это сделать могу. Так, здесь какая-то еще флора у меня присутствует. Снизу, да, у меня, по-моему, грядка. Сейчас сбегаем за одну морожечку здесь по дороге соберем. Да, и вот она, самая главная моя плантация. Сейчас пройду вот так вот верхний ряд. Но, как вы видите, все равно поливка такого объема, она, конечно же, занимает уже очень много времени. Наверное, все-таки имеет смысл изготавливать спринклеры. Просто делать их больше, расставлять их по огороду таким образом, чтобы они пересекались друг с другом и не оставляли свободного места. Так, что ты мне мешаешь здесь? Вот, и таким образом уже заниматься поливкой в ручном режиме уже наименьшее количество времени, потому что, ну вот, посмотрите на скалу энергии. Она уже близится к нулю. А по факту я полил свой основной огород и как бы вот эту вот плантацию картофельную. Напомню, что у меня еще одна картофельная грядка есть, и грядка с пастернаком тоже у меня присутствует. Так что это еще не конец. Да, чуть быстрее, но все равно требуется на это потратить значительное количество времени. Самое главное, сил. Так, ну и теперь, значит, в обход. В обход двигаем сюда. Здесь у меня есть проход интересный, я выложил дорожку. И не зря это сделал. Так, хорошо. Тогда вот это поливаю в ручном режиме. Ну а дальше уже в автоматическом, так сказать. Так, ну окей, все готово, здесь грядка уже пустая, и, соответственно, кошки тоже наполним миску. Так, промазал, все, попал. В общем, за свой урожай я спокоен, потому что полить его удалось это сделать вовремя, и значит, ничто не погибнет, по крайней мере, от засухи точно. Так, ну и вроде бы все, а время еще только 4 часа дня. Чем бы здесь позаниматься в огороде? Пока вроде бы все, что нужно, все, что было необходимо, я сделал. Так, но, кстати, грибная ферма начинает приносить как-то быстрее этот урожай. По ощущению, раньше требовалось чуть больше времени на это. Или, может быть, я
просто редко заходил, нужно заходить каждый, ну, может быть, не каждый день, но каждые 2 дня теперь получается. Посмотрим. Так, здесь вот это все продаем. Это тоже, это тоже, это тоже. Так, ну и вроде бы пока все. Посмотрим на майонез. Майонез здесь присутствует. Заложить можно и сюда тоже. Как раз у меня есть в инвентаре 3, а может быть даже 4 яйца. Все, заложили. На продажу майонез отправляем, не забываем. Хорошо. Ну и вот, получается, что как бы день-то готов. Зинаида вообще радуется, подрастает. И как будто бы все. Заглянуть единственное нужно на ферму пчел. Думал, что будет мед, но меда пока нет. Может быть, выходной был, не знаю. Продуктивность снизилась как будто бы. Так, ну и получается все, 17 тысяч монет у нас на данный момент. Так, что еще? Да, ложимся спать до следующего утра. Хотя бы выспимся, что ли. Так, за этот день 1600 почти золотых монет. И 19-й день наступает. Весенний сезон постепенно подходит к концу. Время летит неумолимо. Так, забрали на майонез сразу на продажу. Так, смотрите, выросли у нас в огороде цветы. Созрели, их мы забираем. Так, вот здесь еще остались какие-то ростки, не знаю, дадут ли они еще один урожай. Или что-то здесь другое растет. Так, хорошо. Забираю сосновую смолу. Кленового сиропа, к сожалению, нет, поэтому изготовление новых ульев мне пока недоступно. На ночь забыл закрыть дверь. Так, и все еще новый житель не приходит к нам. Так, давайте здесь тогда. Нет, есть мы не будем тюльпаны. Почему ты хочешь это съесть, пожалуйста? Забери сено, да, и займись своими прямыми обязанностями. Все, очень надеюсь, ребят, что вы как-то поторопите новобранца, чтобы он завтра уже с утра вылупился. Сколько можно его ждать, я не знаю. Так, что еще можно сделать? Ну, не знаю, здесь у меня одуванчиков просто полна коробочка, да, тюльпанов много. Их, наверное, имеет смысл отправить на продажу, потому что я пока в клубе не видел ни одной задачи по поводу тюльпанов, поэтому получается, что нет смысла их копить. Так, вот ради интереса эксперимента забегаю сегодня сюда на ферму. Да, и она пустая. Видимо, раз в 2 дня нужно туда заходить. И тогда можно будет собирать урожай. Так, окей, значит, у меня здесь есть яйца. Но поскольку я прогнозирую, что завтра у нас будет новый житель. Соответственно, я могу 3 яйца сюда заложить, какое-то количество оставить. Возможно, большое я оставлю. Так, и, значит, тюльпаны тогда отправим на продажу. Так, хорошо. Итак, можно еще посмотреть. Бабушкин подарок. Принесите Эвелин лук-порей. Но я его не видел, к сожалению. Обычно он вываливается где-то по дороге, идешь и видишь такой: о, лук-порей растет. В этот раз, как только прилетело задание, лук-порей куда-то растворился. Просто вообще. И у меня его, как назло, тоже в инвентаре. В моих сундуках его нету. Есть бок-чой, все что угодно, но только не лук-порей. Так, есть майонез тоже, да, можно его продать пока. По крайней мере, это ресурс восполнимый. И он никуда не требуется, а сейчас в данный момент только на продажу. Так, что ж, ну, а раз пока больше нечем заняться, то тогда берем лейку в зубы и понеслась. Так, немножечко не туда. Все-таки вниз лучше полить.
Так, ну здесь еще, к сожалению, придется обойти. И в ручном режиме дополивать. Так, теперь я пройду здесь. Может быть, если получится. Да, вот вижу, баночка меда уже готова. И не одна. Сейчас мы это заберем. Вот только с огородом закончим. Эх уж эти поливочные истории. Так, здесь небольшой кусок. Так, и хорошо, лейку надо наполнить. Так, 3 банки меда сразу, 4-я на подходе. Это прекрасно. В любом случае, мед здесь тоже неплохо ценится. Так, и у меня еще осталась огромная картофельная плантация снизу. Ну, осталось еще немножко, еще чуть-чуть. Так, и последний ряд. Вот здесь не полил. Все, ну и вы видите, да, время 2 часа дня. Я полностью выдохся. У меня не осталось вообще энергии ни на что. Единственный путь, который мне предстоит сейчас проделать, это путь, видимо, до бани, чтобы восстановить энергию и... Ну и как бы все, и день фактически уже, большая часть его пройдет. Вот такая вот история с поливкой, когда у тебя ферма увеличилась в несколько раз. К сожалению, без автоматической системы здесь очень грустно становится. Поэтому мне вот этот огородная ветка вот эта не нравится, потому что мы сейчас подойдем к Линусу и спросим, как у него дела. Так, лук-порей, наконец-то, сейчас мы еще и закончим это задание. Пожалуйста, не ломай мою палатку. Нет, я именно пришел за этим, Линус, ты не понимаешь. Мне именно это и требуется от тебя. Так, сейчас здесь зайдем. Быстро восстановим энергию. Просто моментально. Так, что ж, замечательно, я полон сил. Время 4:30. Пока я добегу до бабушки Эвелин, я думаю, что будет уже в районе 6, не знаю, будет ли она дома, пустят ли меня вообще на порог. Но я ведь не с пустыми руками с другой стороны приду, да? Лук-порей у меня присутствует, и я могу завершить это задание, которое она же мне и дала. Еще одна книга. Именно моркови есть. Прекрасно, я могу их посадить.
По-моему, я уже это делал в прошлой серии. И, кстати, выросло неплохо. Так, еще лук-порей. Сегодня что у нас? День лука-порея, урожай случился. Так, в любом случае бежим. Бежим со всех ног. Надо вспомнить, где живет бабушка Эвелин. По-моему, это было что-то в районе, я не знаю, ни палатки, ни трейлера. Но что-то типа того. Где-то неподалеку. Так, возможно, вот этот дом. Да, вот и она. Давайте-ка возьмем лук-порей. Ой, спасибо, душечка, лучок вроде вкусненький. Джордж будет так рад. Он любит яйца с луком на завтрак. Да, классно. Пирожки ему напеки. Так, и мы забрали, соответственно, что мы здесь забрали? 500 золотых у нас есть. Собственно, деньги они здесь особо не любят, да? Прям такие 500 золотых монет. Если хочешь, чтобы клев пошел, нужна на крючке наживка. То у меня вроде и без наживки уже получается. Как дела, фермер? Ой, чуть не забыл, у меня сегодня день отжиманий. Отжимания. Так, они что-то все к вечеру пошли сюда. Смотри-ка. Собрались. Я работал всю неделю, я заслужил немного отдыха в этот пятничный вечер. Так, что ж, согласен с тобой полностью. Вы же с Себастьяном уже знакомы, да? Он живет внизу. Да, мы с ним познакомились. Робин вспыльчивая, лучше с ней не ссориться. Он немного стеснительный, но если быть с ним добрее, то он к тебе потянется. А разве тебе нечем заняться? Да, в принципе, есть. Так, эти опять, смотрите. Воркуют тут стоят. Эй, Газ, еще пинту твоего самого крепкого. Так, это налегает на алкоголь. Эллиот, у нас свежий воздух этой долины полезен для тела и ума. Небольшая прогулка всегда бодрит. С деревьями дружить гораздо проще, им не о чем особо рассказать. Так, в общем, они здесь все такие классные, у них здесь прям клуб по интересам. Неплохой сегодня денек для рыбалки, правда? Я не знаю, я не рыбачил. Дела сегодня идут бойко, я доволен. Весна. Время пастельных тонов. На самом деле я больше предпочитаю яркие. Ой, извиняюсь, я опять что-то бормотал о моде, да? Так, ну и короче получается, что здесь в этом зале я поговорил со всеми. Тут еще пару-тройку человек. Эх, неважный я игрок. Но важный, неважный, главное процесс. Ох, я только что поняла, что сегодня пятница. Может поддаться Сэму разок. Не перебьется? Не, перебьется. Так, ладно, здесь больше разговаривать не с кем. Робин с Себастьяном, точнее, Диметриусом танцуют. Ну и все у них здесь вечерочком хорошо. А я бегу домой, потому что нужно разложить какие-то припасы, товары на продажу, лечь спать и субботний день провести с пользой. Так, значит, смотрим. Уходят на продажу у нас лук-порей, мед и вишня. Остальное остается, морковку даже можем сразу посадить, чтобы в долгий ящик не откладывать эту историю. Вот так. Ну и как бы все. Дверь закроем на всякий случай, мало ли чего. И отправляемся спать. Но сначала продадим майонез. Конечно, чтобы уже в этот день нам все засчиталось. Сейчас мэр там с Марни натусуется и пойдет делать объезд, забирать все, что жители разложили. Да, спим до следующего утра, и 19-й день нам приносят. Давайте посмотрим. 2762 золотых. Как бы это назвать? Дублона. Во. По-пиратски. Что ж, 20-й день. 22 тысячи почти у нас на балансе. Сорняки разрастаются. Чего-то там разрастается у нас. Так, а здесь что-то у нас выросло. Синий яркоцвет. Внезапно я разве такое сажал? Ну, может быть, это было из серии неизвестные семена. Так, съели синий яркоцвет зачем-то, а вы хотели собрать вишню. Что ж, здесь есть уже
Нет, есть мы ничего не будем. Здесь у нас есть урожай. К сожалению, да. Собрать я его не могу. Ха-ха-ха. Вот это проблема. Но если я буду уничтожать эти саженцы, это будет, конечно, такая себе история, потому что, ну а как? Как, с другой стороны, я его здесь соберу? В общем, придется один, видимо, раздолбать. Да, к сожалению, вот так. И давайте уберем спринклер. Вот таким образом мы будем действовать. Что ж, здесь пока больше нет ничего, что я могу собрать, поэтому как-то так. Давайте здесь польем. С этой стороны, и здесь всего один. Это я уже полил. Как-то так, и вот здесь еще один остался, но, к сожалению, придется на него 3 клетки отлейки потратить. Да, в общем, надо запомнить, чтобы вокруг этих саженцев, получается, фасоли, да, если я не ошибаюсь, значит, должен быть доступ с одной стороны и с другой, то есть 2 рядом можно, не больше, сажать. Тогда можно будет спокойно это дело все собирать и делать такой себе проход. Так, хорошо. Это я сделал. Здесь лейку пополним. Картофель созрел, наконец-то. Поливать, значит, его сегодня не придется. Просто его собираем. Полные мешки. И несем сразу на продажу. Кленовый сироп тоже собрали. Так, меда здесь нет, что странно. Так, зато здесь есть еще кленовый сироп, а значит, мы можем изготовить как минимум еще 2 улья. Так, заглянем сюда. Ну, что-то не вылупляется, смотри-ка, опять. Трепет мне нервы. Так, ну давайте все гладим. Все раскудахтались. Забрали сено. Разложили сено, конечно же. Так, ну и давайте-ка выпустим их погулять, пусть идут. Так, что мне требуется? Мне нужен, во-первых, слиток железный. 1. Так, лейка стальная 1. Кошку здесь бы найти, но она куда-то уже улизнула. Нигде ее нет, посмотрите. Пошла рыбачить, что ли, опять? Да, с нее постоянно вываливается что-то интересное. То карп в прошлой серии вывалился, то какая-то креветка. Так, а я не могу... инвентарь полон, все понял. Так, ну с этим делом я сейчас разберусь. Вот и кошка. Так, мне нужен майонезный аппарат. Если здесь все разложу. Так, яйца сюда. Сюда. Еще есть? Да, еще есть полно. Нет, есть мы не будем. Мы будем это все дело копить. Так. Соответственно, если я хочу сделать 2 улья, мне нужно 2 слитка, судя по всему. И много угля потребуется мне. Как-то так. Так, что еще? Древесина, точно. Совсем забыл про древесину. Ну, теперь-то я готов. Да, 1, 2. Все, сделали. Древесину возвращаем назад.
Уголь возвращаем назад. Так, теперь давайте. Ну вот суета началась, смотрите-ка. Картофель пошел на продажу. Что еще на продажу? Яркоцветы пошли на продажу. Вишня тоже. Давайте смотреть сразу по узелкам. А что там нам надо? Зеленая фасоль обычная нужна нам, поэтому остальное можно отправлять на продажу. Так, хорошо. Вот так. Неочищенный рис, я не знаю, его можно сажать или нет. Да, можно попробовать. Не попробуешь, не узнаешь. Нет. Сажать его нельзя. Значит, можно его продавать. Так, хорошо. И тогда есть еще одна ферма. Туда направляемся. Вот урожай собирать я люблю, это мне нравится. А вот эта поливочка, вот прям вот, ну прям не очень. Ну ладно. Понеслась. Здесь кто-то мне выклевал. Какая-то ворона. Ну и, кстати, камень в огород пугало. Он не работает, не выполняет свои обязанности. Прямые, так сказать. Так, ну еще один ряд. Так, что ж, готово. И мне нужно установить ульи. А то я их сделал. Но, как говорится, не доделал. О. Дошла аж до сюда. Иннокентий дошел. Так, хорошо. Здесь я сейчас пройду. Вот так и вот так. Ну и расставляем еще. Один сюда. И один сюда. Вот так они у меня по диагонали расставлены. Интересно. Так, хорошо. И тогда получается, что буквально нужно сбегать. Разложить зеленую фасоль. И теплица у нас, можно сказать, в кармане. Давайте это сделаем прямо сейчас. Но предварительно разложим яйца по майонезным автоматам. Чик. Чик. И чик. Все. Вот такая суета. Здесь я еще не собрал совершенно точно. В прошлый раз у меня был забит инвентарь, а сейчас свободен. Забираем грибы. Так, хорошо, грибы сразу отправляю на продажу. Все замечательно. И теперь уж точно в клуб. Так, тогда, значит, мне нужно в кладовую. Сейчас мы завершим эту историю. Да, вот так, узелок готов, награда теплица. Что ж, значит, сегодня ночью что-то произойдет. Нихотсон довольный.
понес этот узелок к себе в шалаш. Ну и все, вроде бы хорошо. Я надеюсь, что эта теплица на моем участке будет восстановлена, потому что тогда у меня открывается большое количество разнообразных веток развития. Что в этих теплицах можно выращивать, потому что выращивать там можно круглогодично, все подряд. Так, и есть еще у меня 8 дней как раз до завершения сезона. Я очень рискую, но... Где Пьер? Не за прилавком, приходите позже, в смысле позже. Блин, я... Пьер, ну серьезно, это несерьезно. Я тогда бегу в Джоджи-Март, попробую там купить картофель. Потому что у меня буквально остается 8 дней, если я сейчас не посажу, прям сегодня. Этот картофель, который растет, по-моему, как раз таки 8 дней, я не успею ничего купить, вырастить. Так, семена пастернака, семена зеленой фасоли, капусты, картофеля. Здесь дороже, конечно, значительно. Так, сколько я хочу купить? Я хочу купить, наверное, 50. Потому что мы будем засаживать небольшую ферму, а... Так, кудрявая капуста. Так, давайте посмотрим, что мне нужно в узелках. Кукуруза, тыква, дыня. Это, наверное, летняя история. Гранат, яблоко. Здесь животноводческий узелок. Да, мне нужно ставить хлев и заводить коров, потому что иначе я это не смогу сделать. Батат. Вот есть ли у них батат? Давайте-ка посмотрим. Картофель, кудрявая капуста, пшеничная мука, сахар, обои. Да, есть тюльпан и, собственно, все. Ну, пастернак теоретически еще можно, да? Вырастить, успеть. Через 4 дня вырастает. Тут даже 2, может быть, будет. А здесь 6 дней, но это я точно успею. Так, ну и тогда я думаю, что имеет смысл еще картошки набрать. Где-то 25. Вот так. Все. Погнали. Жаль, абрикосовых деревьев тут каких-то нету. Тогда можно было бы вообще как-то интересно это сделать. Так, а здесь у нас есть ли какая-то вагонетка? Мне хочется быстрый путь организовать себе, чтобы не бежать через весь город. Клиент куда-то пошел. Иногда я думаю о том, как же я оказался в этом городке. Так, ну и вот сюда я забегаю до автобуса. Так, и тогда быстро вот на эту ферму, дальнюю, можно так сказать. Здесь засаживаем картофель, а эту еще нужно и обработать. Так, хорошо. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, здесь, значит, 26 у нас засажено. Так, здесь мне потребуется мотыга. Восстанавливаем всю эту историю, которая случилась. Так, и досаживаем оставшийся картофель. Так, ну и все. Можно было еще взять, конечно, но я не знал, как это посчитать. Если бы помнил, но я не помнил. Все, получается, что майонез отсюда можно забрать. Что еще по яйцам у нас есть? Только одно. 2. Ну, давайте, окей.
кошка спит. Сейчас мы заложим сюда майонез на продажу. Больше, собственно, ничего нет. Перкоцвет и майонез. Ну, глину можно продать так, чисто символически. Так, сосновая смола тоже можно в продажу. Пока не знаю, куда ее девать. И все. Завершаем этот день. И можно подвести, в принципе, итоги. Хотя нет. День мы еще один сыграем. И тогда уже сделаем в итоге. 7642. Дублона приносит нам картофель, посмотрите, 7137 монет только за них. И грибочки тоже, конечно же, прекрасно делают свой вклад в наш общий бюджет. 21 день, весна, год второй. Давайте посмотрим. Прогноз погоды на завтра. С вами Казу5, ваш источник прогнозов погоды, новостей и развлечений номер 1. А сейчас прогноз погоды на завтра. Завтра весь день будет идти дождь. Хорошо. Аллилуйя. Не надо поливать, как классно. Так, есть майонез один всего лишь навсего. И письмо. Это Пьер, я очень-очень хочу сашими. Я щедро заплачу тому, кто принесет его мне. Принять задание. Безальтернативно. Здравствуйте все. Вылупился новый цыпленок, наконец-то. Так, Афоня. Ну пусть Афоня будет. Афоня, ты мне рубль должен. Так, хорошо. Так, и нужно мне, значит, отсюда забрать сено. Так, и его разложить. Так, все хорошо. Тогда, соответственно, одно большое огромное яйцо сюда я закладываю сразу. Так, и все тут столпились, что-то у них пробка какая-то случилась. Ладно, завтра будет дождь, но сегодня, к сожалению, дождя нет и поливать придется. Так, как-то мне вот не получается сразу с первого раза встать. Нормально. Молодец, просто шикарно ты полил, вообще огонь. Так, и здесь тоже вот так. Вот так. Так, что ж, вот здесь ферму я закончил. Здесь сейчас лейку я пополняю. И давайте с картошкой разбираться. Мимо долины Стардю проходит поезд. Ладно, разберемся с картошкой попозже. Быстрей. Бежим, там что-то будет интересное, новое. Может быть и не очень новое. Так, дятел куда-то полетел. Линус, ты слышал поезд? Он тоже пошел смотреть, видимо. Так, и да, вот поезд проходит. Здесь камни сыпятся. Ну и, собственно, вот вам и весь урожай. Здесь какую-то жижу они везут. Ну и больше ничего, как-то в этот раз не густо. Ну вот посыпались. Медная руда. Здесь кого-то везут, смотрите. В этот раз состав очень большой, очень длинный, посмотрите. Так, тут древесина вываливается.
Жиоды посыпались. Так, ну в общем, Клин будет рад. У него большой доход. Так, есть сапоги лепрекона. О, внезапно. Это что-то интересное. Это как вообще называется? Что это вообще такое? Так, какая-то доисторическая берцовая кость. Очевидно, Гюнтер нам об этом расскажет, да. Так, ну и давайте тогда, раз уж мы здесь собрались, волокна наберем. Так, есть секретная заметка. И я хочу здесь немножечко разобраться. Облагородить территорию, так сказать. Так, что еще? Вот здесь я могу поработать косой. Собираем волокна. Жаль, что здесь нет сена. Мне бы оно сейчас очень пригодилось. Но зато есть секретные заметки, посмотрите. Классно, это тоже мне пригодится. Так, что ж, волокон набрали мы неплохое количество. Так, есть сапоги лепрекона, защита и иммунитет, сделаны из чистого золота, застежки у них. Так, ну и вроде как бы все получается, да? Да, здесь больше ничего нет. Только этот камень остался. Сейчас мы его, так уж сказать, для общего количества закроем. Так, и здесь можно скосить. Так, тем не менее, 2 секретных заметки у меня есть. Давайте почитаем. Мой дорогой внук, когда ты найдешь эту записку, ты проживешь в долине уже довольно долго. Надеюсь, у тебя все хорошо. Я горжусь, что ты продолжаешь нашу семейную традицию фермеров. И этим благородным занятием приносишь в долину Стардю жизнь, процветание. Это место мне очень дорого, трудись на славу. По скриптам, где-то в долине я спрятал особый секрет. Можно сказать, это собрание моих самых важных открытий. Ты найдешь его, когда придет время. Записку от деда мы получили. Это интересно. И приветствую. Удалось ли нам обнаружить мой секрет в темном тоннеле? С нетерпением жду нашей встречи. Так, обнаружить мой секрет в темном тоннеле. Темный тоннель это чего? Это где... Это где аккумулятора нет, что ли, в камере хранения? Потому что здесь-то никакого тоннеля нет. Непонятно. Что ж, ладно, но есть темные тоннели уже второй раз. Нам намекают на то, что там может быть что-то интересное. Что ж, надо будет как-то там разобраться. Что по поводу аккумулятора? Кто-нибудь это проходил? Люблю долго оставаться на одном месте. Слишком много всего интересного в мире. Я не знаю, если из вас кто-то проходил эту историю с черным тоннелем и знает, что куда подключить, где достать и сколько нужно, тогда, что ж, в комментариях место встречи наше неизменное. Буду ждать ваш классный гайд, классные советы. Так, и я возвращаюсь. Мне нужно дополивать эту всю историю. Так, берем лейку. Так, здесь сверху. Вот так. Не, ну конечно же, когда лейка умеет на 5 клеток разливаться, это намного веселее, чем если вы представляете, если бы я вот этот огород поливал бы вручную, клетка за клеткой. О-о-о. Так, что ж, это мы полили, закончили. И самое главное, большая, огромная ферма внизу.
ждет меня и мою лейку. Осталось буквально день, наверное. Может быть, завтра мы уже будем заниматься сбором урожая. И все-таки, конечно, неплохо, что у меня столько водоемов на моем участке. По крайней мере, ферму здесь расположить было хорошей идеей, потому что в случае чего лейку можно наполнить очень быстро, без каких-либо проблем. Вы начинаете уставать. Так, хорошо, что я могу съесть? Ну, наверное, вот это яйцо. Да, съедаю яйцо, потому что яйцо восполняется, энергетические батончики не восполняются, поэтому лучше пожертвовать яйцом. И как-то быстро у меня закончилась энергия. Судя по всему... майонез можно съесть, да? Яйцо с майонезом. Прекрасно. Он прям выпивает его. Я бы не стал. Это, мне кажется, не очень прикольно. Так. Давай, остался. 1,5 ряда осталось нам дополивать. Все, готово. Тогда можно возвращаться и посмотреть, если что-то можно полить. Ой, продать. Полить у меня все уже, поливка головного мозга. Если можно что-то продать, сейчас разложим. Подведем итоги и будем завершаться. Так, это к Гюндеру. Волокна пойдут у нас сразу на продажу. Мох, древесина, камень. Так, какие-то смешанные семена. Сейчас их надо будет посадить. Вишню отправляем. Так, наверное, еще можно заложить майонез. Может быть, успеет он до завершения нашей сегодняшней серии изготовиться. Может быть. Время-то еще есть. Так, хорошо. Что еще мне надо посмотреть? Здесь у меня ничего не поспело. Надеюсь, завтра поспеет. Будем это все собирать. К сожалению, этот ряд... Несколько растений будет уничтожено, но... Да, излишки. Как говорится, издержки производства. Надо было подумать, как бы я это собирал действительно. Но я делаю все впервые вместе с вами в реальном времени. Поэтому я не знал, что эти колышки не пропустят меня. Потому что здесь по грядкам я могу ходить как к себе домой. Что ж, тогда сюда мы уже положили все, что можно. Семена здесь можно будет посадить. Вот эти, чтобы их не оставлять просто так. Вот так. Вот так. И куда-нибудь сюда. Прекрасно. Ну и вроде все. Что ж, жиоды у нас большое количество. Давайте посмотрим тапки лепрекона. Здесь у меня защита 4, иммунитет 4, а здесь защита 2, иммунитет 1. Интересно, но скорее всего это можно будет продать в гильдии путешественников, потому что мэр такое не знает, мэр это не забирает. Вот, а гильдия путешественников забирает это с превеликим удовольствием. Что ж, куда-то сюда можно будет их засунуть, пока не знаю. Может быть, здесь полежат. Да, главное не забыть. Ну или поношу с собой, вдруг забегу к ним. По крайней мере, это будет уже у меня в карманах. Да, ну вроде бы так, как-то так. На сегодня мы все сделали. Майонез не знаю, когда будет готов. Может быть, и не имеет смысла его ждать. Почему-то деревья не растут. 28 дней, по-моему, там писали, да. Но пока что они выглядят очень маленькими. Ну вот. Надеялся, что уже, конечно же, с каждой серией оно будет прибавляться, чтобы было видно, что рост идет, развитие происходит. Ладно, майонез не ждем. В общем, короче, что у нас на сегодня, да? На сегодня мы сделали, собрали огромный урожай картофеля, заработали
много денег, увеличили фактически в 2 раза свой капитал, несмотря на то, что потратились на новый урожай. Поэтому через 6 дней у нас будет еще один огромный урожай картошки. И мы заработаем, я думаю, в 2 раза больше точно. Что ж, вылупился новый куриный житель в нашем птичнике, прибыло. Соответственно, больше яиц, можно увеличивать количество майонезных аппаратов. Потому что майонез тоже неплохо приносит. В общем, здесь неплохо приносит и мед, и морожку мы собирали активно. Увидели поезд, собрали там много живода, и, значит, завтра кузнец довольный от того, что много готов будет заработать, потому что за каждую живоду он берет немалые денежки. Вот, он будет нам их колоть, мы будем узнавать, что там полезного или бесполезного у нас может к нам прийти. Есть какая-то доисторическая берцовая кость, которую мы должны отнести Гюнтеру, и узнаем, может быть, он нам даст за нее что-то полезное, интересное, или опять какой-то предмет декора, который мне уже здесь как выставочный зал ставить некуда. В общем, как-то так сделали. Нашли лук-порей наконец-то и отнесли ее бабушке Эвелин, заработали 500 монет, собственно, и все. Нашли записку деда, секретную заметку, в которой он пишет, что где-то здесь он спрятал что-то ценное. Но со временем, когда придет время, я об этом узнаю. А также вторую заметку и записку мы нашли, которая нам говорит о том, что в тоннеле в темном, очевидно, это тоннель, который перекрыт шлагбаумом около автобусной остановки, спрятано что-то весьма ценное. И там есть камера хранения, которая не открывается, потому что она обесточена. Нужно разузнать, как же ее открыть, и узнать, что она в себе скрывает. Что ж, как-то так, вот такое прохождение. Если есть какие-то полезные советы, что я пропустил или не нашел, или ответы на мои вопросы, пишите в комментариях, всегда их читаю, очень рад. Давайте обсудим нашу ферму, нашу ветку развития. Ну и если понравилось прохождение, ставьте лайк, не забудьте поделиться с друзьями, вдруг им тоже зайдет такой контент. И если же вы вдруг не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, прожмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И увидимся с вами в будущем. Пока.